Здравствуйте. Министр обороны Резников все-таки удержал свое кресло и остался на этой должности. Сразу чувствуется, что этот человек находится просто под мощнейшей крышей Ермака, и другого объяснения происходящему просто нет. Вы заметили, как во всех СМИ сейчас стал появляться Резников, самые типа в кавычках незаангажированные демократичные СМИ начали брать у него интервью, просто массовая кампания по отбеливанию Резников. Все, очень смешно было читать всякие посты в Фейсбуке, начали писать тоже в поддержку, там, через третьих лиц уже буквально: ой, я так давно знаю Резникова, он такой прекрасный человек. Как будто мы здесь обсуждаем Резникова как человека, хотя здесь миллион претензий. На некоторых особых случаях защитничков Резникова я хочу остановиться. Сейчас я вам покажу и расскажу один интересный эпизод, и в конце ролика будет тоже еще более интересный эпизод и личность. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, это очень важно. Ну, по-перше, особисто я знайом з Резніковим, і мені мало віриться, що він особисто був в схемах. Більш того, мабуть, із всіх міністрів оборони, яких ми знаємо за весь останній час, він найбільш ефективний з точки зору перемовин, бо Олексій дійсно талановитий юрист, який, скажімо так, вмів домовлятися, і для нас дуже важливо його перемовини з західними партнерами стосовно постачань до нас озброєння. Вы слышали точку зрения Сергея Гайдая, это очень известный политтехнолог, обслуживал очень много, в кавычках, элиты нашей политической, всех все знает, огромные деньги заработал на создании вонючих политтехнологий, в том числе и тех, благодаря которым, на мой взгляд, конечно же, в Украину пришла война. Что делали эти политтехнологи? Они всю жизнь зарабатывали деньги на этом одурманивании населения, придумали, как бы с вас быстрее и продуктивнее, эффективнее, главное, побыстрее сделать быдло, для того, чтобы пришли политики, тех, которых вы любите и не любите, в том числе те, которые уже за поребриком, и сделали свое дело. А потом, конечно же, бесплатно и просто так выходят в эфиры и начинают их отбеливать. Вот что происходит. Это для того, чтобы вы не витали в облаках и себе никакие сказки рисовали. К политтехнологам мы еще потом отдельно доберемся, о них поговорим, потому что это одни из архитекторов и основателей, создателей всего того вредительства, которое происходило в Украине от власти к народу все 32 года. А вот сам Резников выставил пост, в котором в очередной раз пообещал очень сильно бороться с коррупцией. Это, в принципе, он обещает то, чего вы так большинство очень сильно хотите. Вас не интересуют причины коррупции, вам нужна борьба с коррупцией. Хотя коррупция является следствием. Вот вам Резников героически ее в очередной раз обещает. Никакого наказания, никакой ответственности. В очередной раз народу Украины показали его место. Но, слава богу, есть и люди, которые не боятся говорить, что происходит на самом деле. Вот Наталья Акунская опубликовала у себя в Фейсбуке вместе с документами историю, как она разводилась со своим бывшим мужем, а именно это Власенко, правая рука Тимошенко, юрист. Ну, про юристов мы сейчас, про это понятие, про этот термин в Украине мы сейчас поговорим вообще отдельно. Так вот, когда у них был развод, вы помните, там вся желтая пресса, там вся страна, все медиа наблюдали за этим скандальным разводом. Уже говорим больше меньше. Ты все сказал, что ты очень меньше. Я услышал, я долго. И вот она утверждает, что попросила оставить всего лишь ей и детям 50% их дома. Власенко крутил, в итоге оказалось, что они очень близкие друзья и партнеры по бизнесу с Резниковым. И они придумали схему, точнее Резников придумал схему с займом. Короче, проще говоря, придумал схему, как лишить Акунскую и детей половины дома. Я это оставлю на ваше рассуждение, что такой чисто вопрос как бы морали, но это вам показываю, как работают на самом деле юристы в Украине. И кто не знает, Резников был даже юристом у Ющенко, когда третий тур был. Короче говоря, Резников мощнейшее решало. Что такое
юрист хороший в Украине. Так, как вам это преподносит телевизор, все СМИ, и так, как вы это слышите от политиков. Значит, хороший юрист в Украине – это решало, которое знает, кому зайти, куда зайти, как занести. Знает судей, весь судейский корпус. И просто очень хорошо знает эту систему изнутри, кто, с кем, как это работает, как взаимодействовать. У них там даже есть готовые лекала по схемам, как что сделать, как все выкрутить. И, конечно же, это не то, что вы привыкли видеть, например, в мощных американских фильмах, где юристы сидят, думают и занимаются, собственно говоря, законом. И что меня больше всего бесит в этой ситуации, что если вы посмотрите биографию официальную, наверное, 70% депутатов Верховной Рады, вы видите, что они все юристы. И Ермак юрист, и Шефир юристы, значит, и Резников юрист, и там и Власенко, это Тимошенко юрист, и пол фракции «Слуги народа» юристы. В общем, страна юристов, но в то же время страна, в которой полное беззаконие. Вот такой вот парадокс. На самом деле это не парадокс. На самом деле это то, к чему привело нас, к этому итогу привела нас система, которая сейчас существует. Дальше Резников героически уже заявляет, слышите, уже год войны, год как идет война. Резников заявляет, что ему нужна армия со 100 тысяч дронов. По-моему, он просто охреневшее мурло. Потому что с нормальных каналов и нормальных СМИ, и нормальные люди, и те, кто занимается непосредственно дронами в Украине, они все уже месяцев 9 плачут, что им государство ничего не дает делать. Невозможно сделать это без решалова очередного, чтобы Карахами не зайти, чтобы Арахамия не был в курсе. И Резников заявляет, что ему нужно 100 тысяч дронов. Как это так все сходится? Заявляет он это одновременно с этим скандалом. Верховная Рада наконец-то спустя год войны признала там дроны, что это не товар двойного назначения, как было до этого. Вы можете представить? В октябре 22 года Америка говорит, что будет война. Они даже об этом всем юридически не позаботились. И они вообще ни о чем не заботились, они просто не готовились к войне. Теперь они спустя год решили это родить, и Резников героически рассказывает про 100 тысяч дронов. Помните вот этот, как он рассказывал, что это весельные дроны, там опускал людей, которые этим занимаются, которые пытаются что-то сделать. Вот такой великий министр обороны. Ну и давайте не забудем, что вообще этот министр обороны великий говорил за несколько недель до начала войны. Доброго вечора. Незважаючи на те, що весь цивілізований світ, окрім України, вбачає неминучість російської агресії і чергового загострення, скажіть, будь ласка, як Україна планує у випадку, все ж таки, якщо Росія розпочне нову атаку, протидіяти російському ракетному удару, а також тотальній перевазі в повітрі, яка фактично нівелює ту допомогу, яку ми сьогодні отримуємо від Заходу, і ті досягнення, які Збройні сили отримали з 2014 року в їх реформуванні? Пане Тарасе, я не можу навіть коментувати ваше питання, яке таким апокаліпсичним настроєм заряджено, тому що я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. Навіть якщо припустити, що в Кремлі приймуть рішення на продовження ескалації, експансію, вторгнення, вони це будуть робити, тому що в мріях очільника Кремля, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами, тому що він же ж мріє бути збирачем земель Російської імперії, відновлення Російської імперії, там, включаючи, як вже сказав сьогодні президент Квасневський, і Польщу, і Словакію, і Угорщину, і Чехію, і країни Балтії. Тому бомбардувати, обстрілювати ракетами і немає сенсу, немає жодної логіки. Тому що він ж хоче квіти побачити на вулицях перед своїми танками. Тому обговорювати це питання не вважаю доречним. Вибачте, при всій повазі до вас особисто і до фонду «Повернись живим». Отдельных слов, это циркачество, просто клоунада стоит, как Резников сказал в оправдании, что даже во всех кулинарных книгах яйца пишутся в граммах. Я специально полез в интернете в кулинарные книги, я нигде не увидел, чтобы яйца писались в граммах. Везде яйца пишутся в штуках. Во всех странах мира. Знаете, что это такое? Это очередной плевок нам в лицо. Также многие как-то не обратили внимания. Посмотрите на выступление, маленькая часть, несколько секунд выступления Зеленского в Верховной Раде. Он, в принципе, дал ключевой сигнал нам всем. І я дякую всім, хто підтримує державу. Дякую всім, хто допомагає берегти нашу важливу єдність, яка є фундаментом сьогодні оборони України. Дякую всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток або
псевдоінформації, що можуть послабити зосередженість наших людей в роботі на головне – на перемогу України. Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями в суспільстві, і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх для нашої держави. И забезпечено. То есть он, по сути, подтверждает тезис Ермака, что все, кто сейчас пытаются говорить о внутренних делах Украины, заниматься внутри, нашими проблемами, это все враги. Он благодарен тем, кто этого не делает. То есть, по мнению Ермака, по мнению Зеленского, не нужно, чтобы мы узнали о том, что происходило сейчас в Министерстве обороны. Это мы всего лишь об одном эпизоде узнали и об одном контракте. Я вам говорю, вы бы с ума сошли, если бы вы все данные знали и понимали о том, что сейчас происходит. И я вам хочу сказать, я не сторонник обсуждать коррупцию, я сторонник обсуждать и предлагать, как менять систему. Но сейчас есть один маленький нюанс, в кавычках, идет война. И сейчас независимо от том, какая система, когда ты в таких масштабах и вообще воруешь, у тебя поворачивается рука это делать, заниматься мошенничеством по большому счету, в то время, когда вся страна снимает с себя последнюю рубашку на донаты, фонды, родственникам, знакомым, на передовую, вы себе такое позволяете? Когда людей под руки хватают, забирают в военкоматы полностью по беззаконию. Что еще здесь можно добавить? Ну а вот в Лондоне Зеленский наконец-то получил свою порцию аплодисментов. Это по сути, если вы можете это увидеть в его глазах, это то по сути, что ему нужно от президентства, и то, почему ему надо Крым и все остальное. И он готов дальше воевать чуть ли не 10 лет. Он получил свою порцию аплодисментов. Это то, зачем ему это все нужно. Вот по факту происходит такая ситуация. Чего мы все ждали в такой момент даже с нашей гнилой системой? Мы ждали, что Резников будет уволен, это вообще даже не обсуждается. Однозначно уволен и не пересажен в другое кресло. А должно было быть проведено нормальное расследование, мы должны знать результаты, и они должны понести наказание, не только Резников. По факту ничего. Так происходит, потому что всем командует и все курирует Ермак. Есть его люди, эти люди неприкасаемые, и когда снимается кто-то с одной должности, туда непременно, если это был не человек Ермака, теперь ставится человек Ермака. Зеленский внутренними делами, по большому счету, не управляет, он их полностью делегировал Ермаку. Результат налицо. Кто еще заступился за Резникова? Антончик Геращенко, этот великий реформатор, советник министра МВД, уже третий министр, у которого он советник, вообще великий интеллектуал, как его называют некоторые клоуны в сети, он заступился за Резникова. Более того, он заступился за Лиева, который этот сепар самый настоящий, который хотел русский мир, услышьте Крым, услышьте Донбасс. Да, там сказали, что русский паспорт это фейк, этого нету. Но это же ничего не меняет. Он говорил то, что он говорил. И этот человек занимается закупками Минобороны, вернее, занимался. Антончик Геращенко начал его защищать. Давайте я вам покажу еще одно видео про этого Лиева, которое одно я вам уже показывал, вы видели. Покажу еще одно, которое вы не видели. И сделайте выводы сами, нормально ли защищать такого кадра. Что касается ответственности за человека, который не пришел голосовать. Это не крымские выборы. Это выборы в Верховный Совет Украины. То, что пришла к власти партия регионов, то, что пришел Виктор Федорович, то наследие, которое нам досталось, которое приходится вытягивать сейчас на горбу, и с этим газовым контрактом, и со всеми другими бременами, которые нам достались от этой нашей оранжевой власти, сегодня все это, знаете, скажем так, появилась новая тенденция тяги Западной Украины куда-то на Запад. И сейчас они гораздо более мобилизированы, мобилизированнее, чем мы с вами, крымчане, которые думаем, что уже все это, эта оранжевая чума уже где-то позади, давным-давно уже для нас забытое время. Не забытое. Это сейчас происходит, и сейчас снова стоит вопрос о том,
в каком направлении мы движемся. То, что мы с вами выбрали, сделали выбор, отстояли его с 2004 года начиная, его нужно снова каждый раз будет подтверждать, потому что это снова судьбоносные выборы. И я понимаю, что если будет явка больше, то эта явка будет в пользу партии регионов, потому что в Крыму большинство поддерживало всегда и Виктора Федоровича Януковича, нашего лидера, и партию регионов поддерживало большинство. Но явка людей, которые думают, что оно и так, наверное, все равно же мы победили. Ну чего, какая разница? Она обязательно, уважаемые, дорогие крымчане. Потому что от нас этого ждет наша партия во всей Украине. И если этого не произойдет, то мы, знаете, мы имеем шансы вернуться к тому оранжевому страху, который был когда-то. Кому это нужно? Александр Сергеевич, а у меня Ну, тетрадочка детские такая площадки есть. это не так плохо. Нет, а я к тому, что вот, пожалуйста, тетрадочка, да, деткам раздавали на 1 сентября. Это И подкуп этого избирателей? я не вижу в этом ничего страшного. Как так? Ну, Просто во-первых, случайно закон школу Украины это позволяет. До 30 гривен можно раздавать Ну, это понятно, какую-то это не- агитационную А вот продукцию с открытка, символикой. да, ну, правда, ДЗОС тут как министр До 30 образования. гривен это можно сделать с символикой партии, это может сделать любой. Ну, это латентный подкуп избирателей, согласитесь. Это не это законом установленный процедура агитации. Как это не подкуп. Антончик штопанный. Так что, друзья, я вас прошу, присоединяйтесь к борьбе, потому что эти штопанные Антончики, они страну просто угробят и уничтожат. Они нас разделят, они уже на ярлык повесили, что если мы обсуждаем такой призыв в военкомат, обсуждаем то, что случилось в Минобороне, вернее, не то, что случилось, а то, что всплыло. Потому что случается это сейчас везде, в любом министерстве, в любом департаменте, там все понятно. Но вы не должны это терпеть. И вы не должны, что самое главное, просто сидеть, наблюдать, когда, например, я сражаюсь. Нажмите кнопку «Спонсировать», присоединяйтесь, нам нужно свое СМИ делать. И я не собираюсь сам это финансировать и сам тратить столько времени, вы должны это понимать. А потом мы будем говорить про какой-то фонд. Ну о фонде и о методах сопротивления, и про конкретный план действий мы поговорим в воскресенье на стриме в 19:00. Я анонсирую и жду вас. А пока напишите свои комментарии, кто новый человек, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, репост, это все очень важно. Пока.